Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Спасибо, что вы с нами. Использование трав и специй в кулинарии – это многовековая практика. Они придают глубину, вкус, аромат, способные превратить простое блюдо в кулинарный шедевр. Травы и специи, полезные для здоровья, например, обладают противовоспалительными свойствами и способностью укреплять иммунную систему. Травы и специи используют в различных блюдах, от тушеных блюд и супов до маринадов и приправ. Их существует великое множество, каждый обладает своим уникальным вкусовым профилем. К наиболее распространенным травам, которые используются в приготовлении еды, относятся тимьян, базилик, розмарин, орегано. А среди специй это кумин, корица, паприка. Эти травы и специи можно использовать в сушеном и свежем виде и в зависимости от рецепта. Одним из лучших способов изготовления специй и трав в кулинарии является их настаивание в маслах или уксусах. При этом их аромат проникает в масло или уксус и создает тонкий, но отчетливый вкус, который можно использовать в разных блюдах. Чтобы настоять масло, просто нагрейте его на медленном огне и добавьте травы или специи. Оставьте смесь на несколько часов или на ночь. Затем процедите масло через сито с мелкой сеткой. Настоявшееся масло можно использовать в заправках, маринадах или для запеченных овощей. Еще один способ использования трав и специй – создание смесей, которые можно использовать в различных блюдах, и это отличный способ добавить аромат без необходимости отмерять отдельные травы и специи. Например, смесь тимьяна, орегано и розмарина можно использовать для приправы к свинине или курице, а смесь тмина, кориандра и порошка чили для приготовления ароматной натирки для стейка. Возможности безграничны. Экспериментируя с различными смесями, вы можете создавать уникальные и вкусные блюда. Травы и специи также можно использовать для приготовления домашних отваров, бульонов. Простой кулинарный или овощной бульон можно превратить в ароматный суп, добавив в него просто несколько веточек тимьяна, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Это позволит пропитать бульон, создавая сложный восхитительный аромат, который можно использовать также в разных блюдах. Используя травы и специи для приготовления пищи, можно и нужно помнить меру. Слишком большое их количество может перезагрузить блюдо и сделать его невкусным. Также важно учитывать вкусовой профиль используемых специй и трав. Например, кумин обладает теплым, землистым ароматом, который хорошо сочетается с мексиканской, индийской кухней, а тимьян имеет слегка цветочный, травяной аромат, который сочетается с мясом птицы и овощами. Помимо вкусовых качеств, травы и специи обладают полезными свойствами. Например, куркума – это специя, обладающая противовоспалительными свойствами и способствующая укреплению иммунной системы. Имбирь – еще одна специя, которая известна своей способностью помогать пищеварению, уменьшать воспаление. Эти полезные свойства делают травы и специи неотъемлемой частью здорового питания. Силу трав и специй в кулинарии невозможно переоценить. Они придают блюду вкус, аромат, глубину и могут превратить простое блюдо в кулинарный шедевр. Существует множество способов использования трав и специй, от приготовления масел и уксусов до создания из них смесей. Экспериментируя с различными ароматами, вы сможете создать уникальные вкусные блюда, которые произведут впечатление обязательно. Свежие травы можно вырастить в собственном саду, сушеные травы и специи следует хранить в прохладном темном месте вдали от прямых солнечных лучей и влаги, чтобы максимально сохранить их аромат. Приятного аппетита и на доброе здоровье! Подписывайтесь на наш канал, берегите себя и своих близких, и тогда все будет только хорошо. Вот увидите.